Данелия Тулешева. Реакция. Ребята, приветища! С вами преподаватель вокала Орлеана. Я тут думаю, что же мне следующее записать. Даже на своем канале запустила голосовушку. Если вы еще не поучаствовали в голосовании, пожалуйста, примите участие. Мне так будет легче понять, что конкретно вы хотите посмотреть, какой разбор, какую реакцию на моем канале, на какого артиста. Некоторые ребята мне в комментариях написали, что вы так давно уже не смотрели Данелию Тулешеву. Она недавно выпустила новое видео на своем канале. Я зашла на канал и посмотрела, что Данелия выпустила какой-то мэшап, микс из Skyfall и Toxic. Я так понимаю, что это песня Адель и песня Бритни Спирс. Мне стало безумно интересно. Я решила одним махом еще порадовать поклонников и зрителей Данелии. Как поет Данелия, мне тоже очень-очень нравится, поэтому я с удовольствием это делаю. Смотрим самую новинистую новинку. Я люблю придумывать слова. Смотрим и кайфуем от голоса. И просто даже интересно, что это такое, что это за мэшап. Погнали! Дорогой друг, если ты еще не подписан на мой канал, то я хочу тебе напомнить, подпишись, пожалуйста. Красная кнопочка ждет тебя внизу. Я включаю это видео. This is the end. Hold your breath and count to 10. Прям радуюсь, что смотрю самое последнее видео, которое вот буквально, несколько дней назад вышло. Во-первых, я хочу сразу отметить, как сильно Данелия выросла, совсем стала взрослая. Голос, прям с первых нот интригует, потому что, вот смотрите, интересный момент, по лицу вообще не видно, что что-то происходит, какая-то работа мышц. То есть вот полный покер-фейс. И при этом голос льется, совершенно без усилия, свободный, такой резонирующий, красивый, гибкий, филигранный. И просто даже интересно, что там за микс такой. Feel the earth moving. Мне нравится, обожаю субтоновые звучания, обожаю, когда много воздуха в звуке, и очень красивый мелизму Данелии всегда. Вот это как-то вот природа у нее такая, что она их очень свободно поет. Ничего, никакие движения не делают, какие-то усилия не происходят, то есть вот они просто у нее льются как есть, по ее природе, и все. Hear my breath again. И вот здесь вот переход с относительно грудного звучания, но я бы не сказала, что это грудное звучание, все-таки это такое микстовое, у Данелии, в принципе, голос такой, он у нее по всему диапазону замиксован очень хорошо, и у нее нету такого деления, что вот это вот грудной голос, где-то головной, и поэтому у нее так сглаженно звучат все вот эти вот переходы, когда сейчас она на субтон головной перешла, нет ощущения, что она вообще куда-то там перешла, то есть это просто вот такой льющийся постоянный поток звука. For this is the end. I'll drown and dream this moment. Как-то вот, знаете, интересно, что вот ртом практически не двигает, совсем ничего на лице не происходит, а голос при этом потрясающий. So do I owe them. Красивая вибрато, какое было классное вибрато, прям. Такой вот, как ручеек. Swept away, I'm so. Классно, сейчас будет просто вообще что-то вау-вау-вау. Обожаю вот эту филигранность в голосе Данелии. Я слышала разные мнения по поводу того, как поет Данелия. Вот она на своего зрителя, так скажем. Вот у нее есть немножечко такой как бы холодноватая подача, но при этом это не значит, что это плохо. Это же нас же все равно это привлекает, это же все равно интересно и слушать, и смотреть. У Данелии такое отрицательное обаяние, как говорят
актеры, да, преподаватели по актерскому мастерству. Каждый человек имеет отрицательное либо положительное обаяние. Соответственно, и роли там в кино, в театре, ну, в театре нет, а в кино обычно, да, играют вот конкретно соответственно своему сценическому обаянию. Так вот, у Данелии потрясающее отрицательное обаяние, оно очень притягательное. Да. Отрицательное — это не значит, что плохо. Это, ну вот, это просто другое амплуа. И вот такой вокал, такая подача, такая музыка и такой артистизм, он очень многим нравится. Ну, не зря же у Данели почти 2 миллиона подписчиков на канале. With a taste of your lips, I'm on a ride. Toxic, I'm slipping on. Taste of the poison paradise. I'm a Вау, вот оно как этот мышап получился. Мы тут ожидали, что сейчас будет припев Skyfall. Let the Skyfall. Думали, что сейчас будет вот это, а потом та-да-та-та-та-та-та-та-та. Пошла Бритни Спирс. addicted to you. Don't you know that you're toxic, baby? You're toxic, I'm slipping on. Taste of the poison paradise. Addicted to you. Don't you know that you're toxic? You're toxic. Вот это да! Никогда бы не подумала, что можно так замиксовать две совершенно, казалось бы, разные песни. Это получается как, ребята? Как так получается? Бывает такое, что в гармония одной и другой песни часто похожа. И можно наложить, вот как сейчас получилось, припев один на другой. Мы поем другую мелодию, но гармонически получается сочетание, да? Минус не меняется, минус тот же самый, там нету никаких новых гармоний, какие-то специальных подстроенных, чтобы песню. Просто они вдруг нашли сочетание в гармонии одинаковый, да, одинаковая последовательность аккордов, и это потрясающая находка. Никогда бы вообще про это не подумала, что оказывается припев Toxic и Skyfall одинаковый по гармонии. Вот это да, вот это просто вау. Ну, вы прикиньте, как такое бывает. Вот, ну, такое реально бывает. Просто очень многие песни гармонически друг на друга накладываются. Получается, да? Одинаковые последовательности. То есть тональности могут быть разные, но функции аккордов, они одинаковые. И вот, ну, просто по музыке я бы никогда вот так не определила, что, оказывается, они гармонически одинаковые. Вот это да. И получается, Данелия поет то Toxic, то и снова пришла в Skyfall, да? You're toxic, I'm slipping under. Skyfall is where we start. 1,000 miles and poles apart. Какая красотища. Мне по подаче, наверное, сейчас Данелия даже напоминает чем-то опять мою любимую Билли Айлиш. Ну, как сказать, да, мне действительно нравится Билли Айлиш. Другое, не это. Кстати, у Билли Айлиш тоже отрицательное обаяние. Как-то вот этой вот невозмутимостью, вот этим покерфейсом она мне прям напоминает. Но по голосу, конечно, по тембру там все совсем другое. Да, совсем другое. Сейчас, в принципе, есть такая в музыке, да, немножечко манера, такая как бы холодноватая, такая вся какая-то немножко перетекающая одна в другое, такое полутона, да, мы все сейчас живем в каких-то полутонах, мы не показываем свои настоящие такие яркие какие-то эмоции, да, не проживаем их на 100%, мы как-то все время вот в полутонах немножко существуем. Where worlds collide, too high, can't come down. My head spinning round and round. Вот это да. А сейчас даже в куплете перекликаются строчки с Токсиком. И вот, кстати, я заметила, ребят, что Данелия только сейчас посмотрела в камеру, до этого она почти полузакрытыми глазами пела. Да, вот потрясающее, конечно, у нее обаяние, отрицательное. Ну, вот мне нравится, мне очень нравится, как поет Данелия, ее образ, ее подача. Как-то мне тоже это близко, хотя я слушаю совершенно разных исполнителей, мне нравятся совершенно разные исполнители. Данелия мне очень заходит. But you never have my heart.
ребята, ну, не слишком высокая нота. Данелли ее поет так хорошим плотным миксом, да, причем тянет долго ноту. Это одно из, наверное, сложнейших моментов в вокале, да, когда нужно мощно потянуть длинную, ну, высокую ноту. Для голоса Данелли это не высокая нота, она комфортная, но тем не менее она воспринимается как высокая с таким, да, немножечко, даже не немножечко, а с таким большим режущим таким эффектом, да, режущим пространством. Toxic, I'm slipping on taste of a poison paradise. I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? А сейчас, кстати, реально классный эффект, когда Данелли остается, да, вот чуть в стороне. Картинку сделали так классно. А сбоку у нее более прозрачное изображение. Интересная находка, кстати. Тоже же надо еще как-то додуматься до этого, да? Тут такая продумка хорошая. И я думаю, что, наверное, родители Данелли этим занимаются, да, и это действительно классная, интересная находка. Я еще такого ни у кого не видела. Хотя, возможно, это и не ново, но это эффектно смотрится. Where you go, I go. What you see, I see. А вот это пошел бридж песни Skyfall. Да? Сейчас интересно, будет ли микс с Токсиком. I know I'll never be me without the security of your loving arms. Пока что все Skyfall, да, и пока вроде я не услышала, там строчка была из Skyfall. All and on. Keeping me from harm. Put your head in my hand and we'll start. Кстати, Данелли очень по-другому спела. Совсем по-другому, я бы сказала. Не так, как поет Адель верхнюю вот эту ноту, да, она ее потянула длиннее, сделала. И вот сейчас, когда Данелли поет, я поняла еще вот какой момент. Данелли очень подходит петь поп-рок. Вот такой, да, рок, я думаю, прям вот ей очень зайдет. Вот именно не такой металл, там какой-то скрим вот со всем этим, а поп-рок. Вот как я в подростковом возрасте любила Аврил Лавин. Вот такой стиль прямо... Taste of a poison paradise. I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? И вот сейчас были строчки тоже из песни «Токсик». Ну, потрясающе сочетается. Я никогда... Это что-то вообще... Как вообще они до этого додумались? Может быть, это специально сейчас какая-то такая работа происходит? Они выискивают прямо гармонии одинаковые в песнях и миксуют их. Это интересно. Мне кажется, это может быть такой сильной прям фишкой. Наверное, это у них уже фишка, я просто ничего не знаю, как всегда. И, возможно, они уже много таких каверов записали, я вот только сейчас об этом узнала. Taste of a poison paradise. I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? That you're toxic. Классно. Да, и вот эта вот манера у нее немножко такого всхлипывания. Держит, держит, держит и всхлипывает в конце, да, как бы сбрасывает с таким немножко... Вот такой, как выдох в конце идет, да? Это вот как раз тоже такой прием, очень часто используется в поп-рок вокале. Очень блестящий такой яркий тембр, высокий, режущий прям пространство, да. Вот мы же все любим такие голоса слушать, да. Он причем тембрально красиво, насыщенно наполненный. У Данелли он режущий, но при этом он очень красиво бертонами наполнен, этот звук, да, этот ее голос. That you're toxic. Тянет, тянет и сбрасывает. Поп-роковая прям фишка. Крутой эффект, реально, ребята. Когда бы так не думала. Сейчас еще так камера ездит туда, в другую сторону, да. Вот это да. Тут и съемка, конечно. Вот мы этого, может быть, не замечаем, когда мы просто слушаем песню.
мы не замечаем каких-то вещей, да, как кадр меняется, как приближается, как он там отъезжает, приезжает. Для нас это просто естественная история. Она нас захватывает, и все, и мы так, как естественный момент воспринимаем. Но на самом деле тут столько фишечек в съемке, да, таких мелких деталей, которые создают вот весь вот этот вот антураж. Классно. Skyfall, toxic. Ребята, ну вот, послушали новую песню. Ну как, не то чтобы прямо она новая песня, но мэш-ап — это что-то прям новое. Никогда не думала, что можно так замиксовать эти две песни. Toxic и Skyfall. Ну никогда вот так просто не определишь. Я не знаю, это нужно специально выискивать, сравнивать гармонии прямо, да, и как-то, может быть, Данелия как раз этим и занимается сейчас и вдохновляется таким образом. Но это может быть очень большой фишкой прямо. Хотя Данелия уже очень известна и популярна во всем мире, но как бы вот это может вывести ее еще на новый уровень, добавить на ее канал еще больше поклонников и зрителей. Да, конечно, это интересно. Меня прямо порадовало это видео. Я могу сказать, что я нисколько не пожалела, что сейчас именно, думая, кого же записать, посмотрела именно Данелию, посмотрела еще новое видео, да, еще мало, наверное, кто его успел оценить. Вау, вау, вот это просто нереально какая-то находка, классно. Мне понравилась видеосъемка, да. С одной стороны, все минимализм, с одной стороны, она все время находится в какой-то одной локации, очень такой простых, строгих тонах, да, черная на таком зеленоватом белом фоне. И вот детали добавляют как раз вот этот вот прозрачный эффект, где она приближенная картинка, да, потом вот это вот перемещение с одного на другого места, да, потом вот это вот отъезжание то в одну сторону, то в другую. Это, ну вот я это заметила, не знаю, как вы это замечаете или нет. В общем, мне понравилось и вот этот минимализм, и блестящий вокал филигранный, да, со всеми фишками Данелии, с очень красивым наполненным звуком. Обертоны высокого голоса и низкого голоса — это немножечко разное количество обертонов. То есть в высоком голосе чуть меньше обертонов, чем в низком голосе. Но тем не менее, вот это вот ощущение, да, такое, что у Данелии он прямо, ну, короче, у Данелии очень узнаваемый голос. Мне очень нравится. У Данелии отрицательное обаяние. Не всем заходит такое. Кому-то больше нравится в артисте положительное обаяние, да, кому-то отрицательное. Вот мне заходит и то, и другое. Самое главное для меня, когда я слушаю песню, раскрывается ли голос, раскрывается ли его темп, красиво ли он резонирует с моим каким-то, наверное, с моей струной внутренней, да. И когда это сделано качественно, от начала и до конца, ну вот просто вообще блеск, никаких сомнений в том, что Данелия реально заслуживает того признания, которое у нее есть, не остается. Сомнения, да? Вы поняли, что я говорю про сомнения именно. Спасибо огромное, потрясающая находка, нереальная просто, вау, вау, продолжайте творить, продолжайте искать, и я с удовольствием буду периодически тоже смотреть и разбирать потрясающие вокалы, потрясающие видео от Данелии Тулешевой. Ну что, ребята, спасибо вам огромное за просмотр. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями в социальных сетях. Вы знаете ведь, что это помогает развитию моего канала. А также подписывайтесь, обязательно будьте подписаны. Приходите на премьеры каждый понедельник и четверг на мой канал в 8 вечера по московскому времени. Ну и подписывайтесь в Инстаграм. Если есть какие-то вопросы, можете мне писать напрямую в директ. А с вами преподаватель вокала Орлеанна. Ребята, всем отличного настроения и до следующего интересного видео на моем канале. Пока-пока!